Друзья, приветствую вас. Давайте помониторим ситуацию, что сейчас происходит на рынке, какие события, куда идет доллар, евро, рубль, нефть и металлы. Вышла статистика по производственному PMI, и здесь, к сожалению, по Германии не очень хороший PMI вышел. Пока это ничего страшного, и значение там на 0,3% отличается. Но, тем не менее, это все равно какой-то тревожный звоночек. Вот. Конечно, один месяц, то, что PMI там на долю процента снизился, ничего страшного. Но видите, здесь еще и Китай тоже просел. А Китай-то просел почти на 2%, а это два крупнейших производителя, Китай и Германия. И как бы если в феврале будет повтор того, что прогноз окажется выше, чем фактические данные, то это уже будет говорить о том, что на пороге рецессии уже подступающей. Но на текущий момент на немецком фондовом индексе DAX это почти никак не отобразилось. Он открылся с гэпом и торгуется, соответственно, в верхнем диапазоне у исторических хаев. Так, далее VIX, индекс страха волатильности. Но смотрите, несмотря на то, что на рынке позитив и индекс доллара вроде как проседает и пытается локальное донышко пробить, VIX открылся с ростом. Посмотрим, как будет на открытии основных американских площадках, но пока как бы это достаточно момент странный, потому как, ну, с учетом того рискона и оптимизма, он должен был где-то в районе 21,5 открыться, а он на 23. Но пока это ни о чем не говорит, но несколько настораживает, потому что такого хода с учетом остальных движений на рынке быть не должно. Так, ну вот S&P 500, американский ключевой индекс, он сегодня показывает очередной хай. Ну и как-то странно достаточно, что VIX открывается с ростом, а американский ключевой индекс показывает рост. Что-то здесь не так. Либо по VIX стопы собрали, либо сегодня что-то будет на открытии основной американской сессии. Так, друзья, далее нефть Brent. Ну, немножко пошел коррекционный откат. Пока 52 доллара за баррель не пробили, я думаю, ничего страшного, это все может остаться проторговкой. Вот. Но здесь ключевой момент — это пробитие 52. Если 52 будет пробит и пойдет консолидация, то скорее всего мы увидим коррекционный откат. Цель этого отката будет пробитие сильного уровня 51,5 и движение в район 51,1. 50,8. Вот сюда, вот в этот диапазон. Пока мы вот из этой области не вышли, отсюда вполне может произойти коррекционный отбой и движение с целью сначала 53, потом пробитие вот этого локального хая. Но здесь ситуация, я думаю, до вечера она разрешится. Пока как бы здесь, я думаю, все-таки больше факторов указывает на то, что вот эта консолидация, она приведет к росту. Единственное, только напрягает то, что VIX открылся с ростом. Есть определенная закономерность с тем, как он открывается и как в течение дня себя ведут активы, которые так называемые рисковые. Так, друзья, ну далее золото. По золоту у нас рост, все идет по плану. Теперь у нас новый уровень по золоту — это 1921. Соответственно, если пробоя 1921 нету, то вот эти все движения, они приводят к тому, что набирает силу актив консолидации и идет постепенное движение. Тут отсюда ближайшая цель — это 1959-1960. Вот сейчас, если мы 1941 силенок хватит пробить, то оно улетит на 1960 очень быстро. Если сейчас здесь все-таки это 4-часовой таймфрейм, мы получаем разворотную свечу. Давайте сейчас часовик. Вот, если у нас сейчас отсюда развивается движение вниз и пробой 1932, то наиболее вероятно, что мы отсюда пойдем тестить 1921-1922, вот это вот значение. Вот. Если мы сейчас отсюда не спускаемся, то есть мы вот в этом диапазоне остаемся выше 1933, то у нас все это превращается в новое накопление, и отсюда пойдет движение наверх, и по факту пробой 1941, отсюда цель 1959.
Золото очень бодро растет на ожидании того, что будут безудержно печатать новые шелестящие бумажки. Так, друзья, ну давайте далее рубль-доллар посмотрим, что у нас здесь происходит. Это часовой таймфрейм, по сути, USD Tomorrow. У нас это движение, оно сейчас повторило то, что происходит по нефти. Но есть один момент. Начинается рабочий день, просыпается Америка, как там в игре «Мафия», просыпается мафия и начинает генерить различные санкции, всякие интересные предложения. Вот, поэтому я думаю, все-таки мы без дальнейшего продолжения нефтяного ралли на 56-57, скорее всего, рублю дальше укрепиться не дадут. Мы еще посмотрим, как будут развиваться события. Вот, но если опираться опять же на часовые таймфреймы и даже исходя из свечных формаций, вот сейчас 15:08 по Москве, если вот этот час 4 закрывается растущей свечой, то мы с вами получаем здесь 3 белых воинов. И эти 3 белые воина, они завершают свою дорогу движением на 74,5, а то и 74,9. Вот сюда, вот в этот диапазон. Здесь я все-таки думаю, мы пойдем вот сюда, к этой верхней границе 73,6, 73,7, в этот диапазон сегодня, сейчас. Если будет пробой вот этого значения, то у нас отсюда следующая цель — это движение на 74,1, вот это значение. Если мы здесь сейчас не пробиваем в течение там 1, 2, 3 часов, то здесь отсюда возникает отбой и пойдет движение. Цель этого движения будет тестирование 73,3 на прочность. 73,3 на прочность, если пробивается, то дальше идем опять тестировать 73,05 и колебаться вот в этом диапазоне. Пока, я думаю, больше вероятность того, что мы идем вот сюда, вот к этому значению, и по факту пробоя вот здесь вот мы увидим сегодня, наверное, все-таки хотя бы задерг на 74. Так, ну и сегодня решение ОПЕК по поводу сокращения добычи. Поступает информация, что Россия и Объединенные Арабские Эмираты хотят увеличить добычу на 500 тысяч баррелей в сутки. Вот, если это произойдет, то с учетом того, что спрос на нефть хрупкий, это может привести к тому, что текущий рост цен на нефть, он может ну, либо уйти в лучшем случае в консолидацию, либо рухнуть. Так, друзья, ну вот еще вышел очередной номер «Экономиста». Я в телеграм-канале эту информацию опубликовал. Также вот по Соединенным Штатам вышла статистика по норме сбережения американцев. Она значительно выросла. То есть вот такой пик был в 2012 году и в начале 80-х. Но здесь два момента. Первый момент, что выделенные средства, они как бы увеличили благосостояние и сбережения американцев. То есть они становятся богаче. Это с одной стороны. Но с другой стороны, единственная цель денег в современном мире — это чтобы они крутились и способствовали тому, чтобы функционировала экономика и осуществлялся прирост добавочной стоимости. То есть если вот такая штука возникает, это говорит о том, что где-то деньги застряли и не идут в конечную точку назначения. Но сейчас тенденция идет на спад. Опять же, она идет на спад. Почему? Потому что деньги все-таки пошли в экономику или потому что денег у американцев не стало. Это тоже вопрос такой дуалистический. Так, ну и вот возвращаясь к обложке Economist. Все мы знаем, что нередко обложки Economist бывают пророческими. Что здесь могу сказать? Первая обложка Economist, она не посвящена России, и это уже очень хорошо, я считаю. Она посвящена Великобритании. Что мы на ней видим? Одинокий воин или воительница находится на каком-то небольшом островке посередине моря или океана. С моей точки зрения, это достаточно тревожный знак для Великобритании. Говорит о том, что при всех сэкономленных ресурсах и усилиях именно для того, чтобы не тратиться, они, собственно говоря, и затеяли всю эту процедуру с Брекситом. То, что они будут производить, товары и услуги, они останутся с ними, им будет сложно их реализовывать на европейском
континенте, потому что будут постепенно вводить, увеличивать пошлины. И поэтому плюсы Великобритании, они, которые сейчас, как они думают, получили, они, скорее всего, превратятся к тому, что их экономика начнет стагнировать. Так, друзья, ну далее евро-доллар. Здесь на текущий момент все идет по плану. Мы вернулись вот в эту область, которая идет от 1,2283 до 1,2312. Нахождение длительное в этой области придет к тому, что здесь будет пробой, и отсюда пойдет движение на 1,24. Соответственно, если сейчас формируется коррекционный откат и будет пробито 1,2278, то мы сегодня уже роста наиболее вероятно не увидим, и цена вернется в этот диапазон в район 1,2250. Я думаю, все-таки вероятность на текущий момент больше того, что, по крайней мере, какой-то ложный пробой или реальный пробой произойдет и будет движение наверх. Единственное, напрягает то, что ВИКС открылся выше прошлогодних значений. То есть это, конечно, то, что может текущий позитив подпортить и к концу дня рынки несколько скорректировать. Так, друзья, далее евро-рубль. Евро-рубль tomorrow, часовой таймфрейм. Здесь ситуация схожа, как у рубль-доллар. Текущее движение идет к уровню 90,75. Вот, соответственно, здесь будет либо отбой и разворот, и возврат на 90,1, или же здесь в случае пробоя, сегодня, если он произойдет, отсюда может пойти очень быстрое движение, цель которого будет 91,6, вот сюда вот. Я думаю, все-таки больше вероятность того, что мы вот в этом диапазоне будем находиться. Может быть, будет прокол, вот, но потом, скорее всего, все равно произойдет откат и движение в диапазоне 90,23-90,6. Вот здесь вот. Если сейчас меняется это движение и идет коррекционный откат с пробитием 90, то в этой ситуации мы отсюда идем тестировать 89,6. Вот сюда вот. Но я все-таки склоняюсь к тому, что сейчас произойдет движение до вот этого значения 90,75, и далее наиболее вероятно будет отбой, и дальше консолидация в этом диапазоне. Вот такое мое видение. Спасибо за внимание.